Всем привет! Сегодня хочу вам показать техники карандашные, которые помогут быть вам увереннее в использовании ваших карандашей акварельных, и которые помогут вам создавать что-то интересное, потому что я знаю, у многих есть акварельные карандаши, но вы не знаете, что с ними делать и как вообще можно работать. Давайте расскажу об основных правилах. Карандашами мы также, как и акварелью, создаем объем, да, то есть тут действуют те же правила. У нас есть светлая часть, у нас есть, также мы можем оставлять какие-то непрокрасы для бликов. Мы также выстраиваем объем с помощью с помощью перехода цветов, да, от светлого к темному. То есть, грубо говоря, вот так. Давайте, например, нарисуем яблочко. Да, у него здесь будет блик. Двигаемся по форме. Можно рисовать прям вот рядом на соседний цвет. То есть здесь будет такое же смешение, эффект смешивания цветов. Это тоже очень неплохой вариант. И дальше у нас идет какой-то темный цвет. Двигаюсь я по форме. Ну вот примерно так. Работать я буду обязательно чистой кисточкой. И обязательно двигайтесь от светлого к темному. Что я имею в виду? То есть мы с вами двигаемся от самого светлого цвета к темному. И по желанию вы можете размыть до практически акварельного состояния. Но это уже как вы хотите. Хотите ли вы, чтобы была видна текстура, да, потому что у карандаша есть такая текстура. Но смотрите, что будет, если я буду двигаться от темного цвета к светлому, да, он у меня будет растягиваться и становиться темнее, да, то есть у нас блик закрасится, и блика не будет. Такой эффект тоже имеет место быть, да, смотря если вы будете использовать его целенаправленно. Поэтому, просто имейте в виду, что такой эффект существует. Ну, и здесь также я двигаюсь от светлого к темному, да, потому что у нас остается темный пигмент на кисточке. Если мы хотим, чтобы у нас светлое оставалось светлым, то нужно это иметь в виду. Ну вот, собственно, одним движением кисточки у нас получился такой рисунок. Можно также рисовать остатками пигмента на вашей кисточке. Тоже, мне кажется, получается очень интересный эффект, когда мы что-то с вами нарисовали, что-то с вами где-то там что-то доделали, и потом еще и рядом что-то там дорисовали. Мне кажется, очень здорово получается. Тоже очень интересный эффект. Также вы можете взять прям карандаш, опустить его в воду, то есть я прям смочила его, и попробовать что-то им нарисовать. Да? То есть такое получается очень текстурная такая кисточка, текстурный карандаш, тоже очень интересно можно получить эффект. Давайте попробуем, например, нарисовать какой-то цветок, да. То же самое, возьму зеленый карандаш, смочу его. Получаются очень такие яркие, текстурные рисунки. Возьму желтый, зеленый такой. Сделать, да, следующий вариант, как мы можем использовать карандаши. Тут, например, давайте нарисуем, не знаю, сыр. Пусть это будет сыр. Кусочек сыра. Конечно, такой яркий сыр, но пусть будет. И
И что я хочу вам показать, да, покажу на этом яблочке, которое уже подсохло. Мы можем рисовать какую-то текстуру уже поверх существующего высохшего объекта, например. Возьму какой-нибудь, нарисовать на нем уже какую-то текстуру. Здесь еще влажная чуть-чуть. Прямо поверху. То есть тоже такой вариант, тоже оставляет интересные переходы, потому что где-то краска выглядит, где-то краска уже высохла, где-то краска не высохла, где-то она сырая, где-то еще нет. То есть тоже получается такая интересная текстура. Вот сырочек сейчас у меня высохнет, я тоже покажу на примере этого сыра. В любом случае всегда остается вот такая интересная, назовем ее, недосказанность, да, такая. В любом случае всегда остается такая интересная текстура, да, в отличие от обычной акварели, если мы с вами будем рисовать. Получается, вот мы прям видим такие очертания акварельной бумаги, мы ее не добьемся от этого эффекта в акварели. Это получается именно от акварельных карандашей. Мне кажется, это очень интересно. Давайте попробуем нарисовать, пока у нас подсыхает сырочек, что-нибудь еще, например, давайте. Вот такой вот сделали, да, заготовку. Теперь беру кисточку. Я кисточку постоянно мою, постоянно вытираю, чтобы вода была чистой, потому что если я буду работать грязной водой, то получится не тот ненужный эффект. Просто все у меня будет, весь пигмент тащиться, да, за мной, и он, ну, получится просто очень много краски, очень много пигмента, даже очень много грязи. И сейчас вот мы с вами сделаем такое вот небо, да. То есть результат получается... О, сердечко получилось. Результат получается таким не всегда предсказуемым, да, потому что, ну, как себя поведет не просто акварель, а еще и пигмент, и водичка, да, то есть такие живые материалы, которые могут давать разные эффекты. Ну, вот такой у нас получился простейший пейзажик. И сырочек наш еще не подсох, но давайте покажу еще вариант использования. Мы можем взять водичку, да, нарисовать ее, взять карандашик и рисовать прямо здесь. В этом случае рисуется очень легко, потому что, ну, это такая... Если вот в этом случае карандаш, он переходит, когда подсыхает, да, у него пигмент становится более жестким, да, грифель становится более жестким, потому что он высыхает, да, краска, вода на нем не в таком большом количестве, то здесь вода в большом количестве, и она прям прекрасно ложится на бумагу, прекрасно размывается, то есть прям вот, прям здесь сейчас можно создавать что-то интересное. Апельсинчик. Или давайте нарисуем какие-то цветы, да, сейчас тем же способом. Залью какую-то область. Возьму какие-то розовенькие. Так, где там у меня заливка? Вот такие вот очень мягкие переходы. Очень удобно контролировать в этом случае. Здесь уже у меня подсохло. Здесь уже не такой пигмент. Но вот, тем не менее, интересно, да, вот этот переход акварели влажной к акварели сухой, к пигменту. Тоже очень так приятное ощущение. И давайте на сырочке теперь я покажу вам, как рисовать какую-то текстуру, да. Ну, конечно, для сыра лучше было взять не оранжевый цвет, а какой-нибудь другой, но здесь надо сейчас его искать. Давайте нарисуем, например, еще мне пришла в голову нарисовать такие вот
например. Не забывайте постоянно подтачивать карандаши, иначе тупой карандаш дает не очень хороший эффект. Такой немножко мне не нравится. Губки, да, нарисуем губы. Такие получаются. Подсох у меня уже немножко пигмент. Не получилось такого акварельного эффекта, пока я подтачивала. Давайте попробуем нарисовать мороженку. Тоже так очень мягко получается, очень мягко выходит. Смачивайте хорошо. Конечно же, лучше рисовать на акварельной бумаге, чтобы краска хорошо распределялась. Да, у нас это хоть и карандаши, но тем не менее это акварель. Да, это акварельные карандаши, поэтому у них такое свойства акварели остаются. И обязательно нужно это помнить. Поэтому на акварельной бумаге лучше всего, конечно же, все это проявляется. Вот такое. Давайте здесь сверху уже высохло. Давайте нарисуем какой-нибудь куст. Конечно же, мы с вами, как и в акварели, не можем перекрывать темные. Например, вот я рисую, да, сейчас на синем небе, я рисую зеленым. Ну, конечно же, невозможно нарисовать здесь мне сейчас желтым, да, вы видите, если я захочу нарисовать солнце, я его не смогу нарисовать, потому что темные цвета, так же, как и в акварели, не перекрываются светлыми. Но в данном случае, да, какой-то куст я еще могу здесь нарисовать, потому что, ну, он такой же темный, как и синий. Ну, конечно, выглядит не очень, потому что темное на темном смотрится грязно. Но имейте в виду, что если мы с вами, например, нарисуем какой-то например, вот такое вот зеленое поле, назовем его так, а потом захотим на нем нарисовать какие-то красные цветы, то мы легко сможем это сделать. Потому что такой вот светлый оттенок, он, конечно же, легко перекрывается. Тем более вот даже на такой влажной краске смотрится хорошо и приятно. Так что, если захотите нарисовать букет, траву, то добро пожаловать вот в этот способ. Надеюсь, что вы примерно поняли, как можно работать с акварельными карандашами. И давайте в качестве примера я выложу здесь, как я рисовала цветок. Он получился таким огненным, очень ярким. Надеюсь, вы любите яркое, поэтому давайте посмотрим, как можно отработать это на практике.